Приветствую вас, зрители моего канала. Этот уникальный по своим возможностям вездеход появился, когда 30 ноября 1961 года вышло постановление Совета Министров о создании на заводе имени Лихачева колесного грузово-пассажирского вездехода с грузоподъемностью свыше 3 тонн. За это ответственное дело взялось конструкторское бюро завода во главе с Виталием Андреевичем Грачевым. Помогал ему в работе ведущий конструктор завода Андреева. Ведь на выполнение работ было дано совсем немного времени, чуть более года. Проект должен был уже сдан к 1 января 1963 года. И чтобы хоть как-то сэкономить время на разработку, было решено взять уже готовые узлы и агрегаты с экспериментального четырехосного грузовика ЗИЛ-135Л. Его разобрали, переделали раму и стали монтировать агрегаты согласно новой компоновке. Рама нового ЗИЛ-С-167 была слегка доработана. На ней появилось несколько дополнительных поперечных балок и косынок, которые повышали жесткость конструкции. При этом днище было обшито стальными листами. Это защищало не только трансмиссию, но и уменьшало сопротивление при скольжении днища по грязи и снегу. В передней части рамы поместили четырехместную кабину экипажа со всевозможными приборами. Кабина была изготовлена из стеклопластиковых панелей, которые оставили без изменений. Сразу же за кабиной размещался грузопассажирский кузов, который тоже был сделан из стеклопластика. Теплоизолированный грузопассажирский кузов оснащался двумя дверьми, одна из которых вела в кабину водителя, а другая служила для входа снаружи. Кабина и кузов обогревались отопителями, а в кузове была установлена и металлическая дровяная печка. Силовой агрегат оставили тоже без изменений. Им служили два бензиновых V-образных 8-цилиндровых двигателя ЗИЛ-375 мощностью 180 лошадиных сил каждый, которые расположили в корме автомобиля. Каждый двигатель имел свою трансмиссию, которая в свою очередь шла колесам одного борта. Охлаждали двигатели и радиаторы, установленные по бортам и на крыше. Перед двигателем располагалась гидромеханическая передача, состоящая из гидротрансформатора и планетарной автоматической коробки. Раздаточная коробка была совмещена с коробкой отбора мощности для лебедки усилием 10 тонн. Всю силовую систему питали 6 баков с горючим общей емкостью почти 900 литров, которые разместили по бортам между колесами. ЗИЛ-С-167 получил колесную формулу 6х6 равномерным расположением мостов. Колеса центральной оси закреплялись жестко на корпусе без применения упругих элементов подвесок. Передние и задние колеса были управляемые для получения высокой маневренности и имели независимую подвеску на торсионных рычагах. Соответственно, было применено два гидроусилителя на рулевом приводе, каждый из которых действовал на одну рулевую трапецию. Колеса автомобиля дисковые с разъемным ободом из стеклопластика. Стальными были только кольцо и диск. Штатная шина была взята от тягача МАЗ-529Е для максимального увеличения дорожного просвета. Также была возможность установки колес шестислойными шинами и арочных шин. Вездеход оборудовали централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах. Выше колес по уровню днища имелись крылья под водительской кабиной. Они были скруглены и опускались вниз. В них находились небольшие ступеньки для посадки в кабину. На всей остальной части крылья были прямыми. Вездеход был собран 31 декабря 1962 года, а в январе 1963 года начались его заводские испытания, где он себя хорошо показал. Затем, в феврале 1963 года, вездеход был направлен своим ходом в Пермскую область на испытания, где он также себя показал с хорошей стороны и даже превосходил некоторые вездеходы по проходимости, особенно в глубоком снегу. Мог брать на буксир другую технику. Достойную конкуренцию ЗИЛу оказал лишь тягач АТ-Т, показав чуть большую скорость движения. За все время зимних испытаний вездеход преодолел 739 километров только по бездорожью, легко преодолевая ямы, траншеи, кюветы. А подвеска автомобиля обеспечивала комфортабельность езды не только по дорогам с твердым покрытием, но и по пересеченной местности. В августе 1963 года продолжились на берегу Москвы-реки в деревне Чулково, где с легкостью вездеход взял песчаный холм крутизной 42 градуса. Не обошлось и без застреваний.
но все равно ЗИЛ С-167 показал впечатляющие результаты, несмотря ни на что. В январе-марте 1965 года был направлен на район строительства нефтепровода Шаим-Тюмень, где также показал превосходные результаты, после чего вездеход был возвращен в Москву для сбора окончательных данных. Но если он обладал такими преимуществами и проходимостью, то почему он не пошел в серию и остался в единственном экземпляре? И были тому причины. Первое – это нежелание нового руководства ЗИЛ заниматься спецтехникой. Вторая – это запуск производства тягача ГТТ. Он хоть и выступал по ТТХ ЗИЛ, однако имел ряд преимуществ. Характерной проблемой колесных вездеходов была сложная в производстве, эксплуатации и трансмиссии. Да и дороги они были, чем гусеничные. Участь единственного экземпляра тоже оказалась бы печальной и канула бы в небытие. После развала СССР он долгое время стоял под открытым небом, что плохо сказалось на его состоянии. Но потом его решили восстановить специалисты музея, и теперь он занял свое достойное место в Подмосковном военно-техническом музее. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!